Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 27 мая, пятница, выпуск экстренный. Все события, которые мы с вами обсуждаем, так или иначе связаны с войной, поэтому и выпуск, собственно говоря, экстренный. Давайте в начале нашего ролика я все-таки попрошу вас поставить лайк этому видео, если вы нас поддерживаете, размещаете ссылки с нашими материалами в социальных сетях. И главное, у нас появился телеграм-канал на английском языке. Ссылка на наш телеграм-канал на английском языке, он также называется Генерал СВР, но только на английском языке. Там посты мы выкладываем. Фактически это перевод тех постов, которые у нас в основном канале и в резервном канале. Ссылки на наш канал, если есть такая возможность, посбрасывайте своим знакомым, которые живут за границей. Если вы общаетесь с теми людьми, которые знают и понимают английский язык, которые проживают за границей, сбрасывайте ссылки на наш канал на английском языке и делитесь делитесь этими ссылками в группах в социальных сетях. Большое спасибо, это моя огромная просьба в начале этого выпуска. Теперь давайте перейдем к новостям. В дипломатическом корпусе российском назревает большой скандал. Более 100 человек готовы покинуть дипломатические представительства по всему миру и выразить свою антивоенную позицию. Покинуть, безусловно, без желания вернуться на родину. Дипломатический корпус традиционно считается склонным к предательству. Это во все времена были, еще со времен Советского Союза. И считается, что там работают люди, которые более правильно и более четко осведомлены о позициях российского руководства, более адекватно воспринимают ситуацию, более правильно имеют возможность трактовать события, которые разворачиваются вследствие тех или иных действий российского руководства. Большинство из этих людей понимает, что идет война, и категорически против этой войны, категорически против той агрессии, которую развязал Владимир Путин относительно государства Украина. Как я уже и говорил, и мы писали у нас в телеграм-канале генерал СВР, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев доклад подготовил, вернее, он не подготовил, подготовили другие люди, а он представлял этот доклад, в котором говорится, что более 100 человек, при этом приведен список, привели к каждой фамилии в этом списке, а список более чем 100 человек, дипломатов и сотрудников посольств России за рубежом, которые готовы, еще раз подчеркиваю, покинуть посольства, которые готовы выразить свою позицию, при этом выразить ее громко и ясно. Это, конечно, будет большой скандал, если случится такая оказия. И, конечно, это будет серьезнейший удар по имиджу России. Ну, надо сказать, что Патрушев, конечно, преувеличивает частично, потому что он давний соперник Лаврова, он давно его недолюбливает. Но, собственно говоря, и Лавров ничем особо не рискует. Лавров давно просится в отставку, давно просится на заслуженный отдых у Путина, и Путин неоднократно ему отказывал. За последние 2 года не менее 5 раз Лавров просился в отставку, вот мы уточнили. И каждый раз Путин по той или иной причине отказывал, обещая, что в скором будущем он утвердит отставку, но каждый раз это откладывал. Лаврову, честно говоря, глубоко, ну давайте скажем грубо, глубоко плевать на то, что думает о нем Николай Патрушев, какие доклады он представляет. В принципе, Лавров на хорошем счету у Путина, и Лаврова именно Путин не делает виновником тех или иных событий, не перекладывает на него ответственность за те или иные события. Он прекрасно понимает состояние дипломатического корпуса, прекрасно понимает, какие настроения в МИДе. Мы уже неоднократно говорили, что Путин фактически развалил
российский МИД. Фактически развалил, превратил Министерство иностранных дел в Министерство пропаганды на иностранного зрителя. Ну, буквально так можно сказать. И, конечно, в большинстве своем те люди, которые являются профессионалами в дипломатическом деле, прекрасно понимают, что происходит, не намерены многие из этих людей терпеть унижение, служа пропагандистами российскому руководству, служа личным пропагандистом Владимира Путина, и транслировать этот бред, который заставляет российское руководство транслировать наших дипломатов в цивилизованных странах, да и не только в цивилизованных странах, в принципе, по всему миру. Будет большой исход дипломатов или не будет на сегодняшний день, это пока остается вопросом, или давайте точнее скажем загадкой. То, что настроение есть, нет никаких сомнений, я имею в виду, есть настроение среди дипломатов фрондировать. Но будет ли это в реальной жизни исполнено, по крайней мере, хотя бы какие-то поступки яркие, как это, например, сделал сотрудник постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев. Он заявил о своей отставке, как раз связал эту отставку с войной в Украине. И посмотрим, будут ли еще люди. Еще раз подчеркну, что такие люди, которые желали бы так поступить, скажем так, такие люди, несомненно, есть. Но будет совершен тот или иной поступок, потому что все-таки это поступок, понимаете, человек должен решиться на что-то. Если у человека есть стабильная работа, и у человека есть стабильное понимание своего будущего, да, я понимаю, что, возможно, то, что он делает, идет вразрез с его совестью, вразрез с его позициями, но в то же время многие не готовы чем-то рисковать, многие не готовы рисковать семьей, потому что, несомненно, будет давление на родственников на родине, если вдруг человек, да, сотрудник посольства или консульства решит остаться в стране, там, где он работает, и решит не возвращаться на родину, то, несомненно, те родственники, которые остались у него в России, подвергнутся, или, по крайней мере, могут подвергнуться репрессиям, могут подвергнуться давлению, как минимум, и все прекрасно понимают. Многие не готовы просто этим рисковать, у многих вся жизнь фактически в России. Многие связывают свою жизнь с Россией и с проживанием. Ну, опять-таки, кто на что готов менять свою совесть, на что готов менять свои позиции, готов менять свое мнение. Так, давайте перейдем к другой новости. Мы уже с вами, опять-таки, я уверен, что большинство из наших уважаемых зрителей, слушателей читают наш телеграм-канал и знают, что мы написали там коротенький пост у нас был о том, что Владимир Путин, президент России, не посещал Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика в Москве и не общался с российскими военными. Эта постановка, там уже, я уверен, что многие увидели, проведено такое поверхностное расследование кем-то, и выявили сотрудника ФСО, определили сотрудника ФСО в одном из так называемых военнослужащих, с которыми общался Владимир Путин. Еще раз подчеркиваю, давайте так, чтобы было понятно. В тот день, когда афишировался визит президента России Владимира Путина в Центральный военный клинический госпиталь в Москве, этого визита не было. Еще раз подчеркиваю, не было. Как все было устроено, мы расскажем немного позже, совсем немного пройдет времени, и мы обязательно расскажем, как эта постановка была исполнена. Но мы вас уже предупреждали в нашем телеграм-канале резервном еще 12 мая о том, что заготовлены консервы, заготовлены выходы, заготовлены передвижения липовые якобы, да, президента России по городу, по территории России, я имею в виду по городу Москва, по территории России. И для отвлечения внимания, для того, чтобы показать, что президент жив-здоров, передвигается, перекликается. И проход двойников даже был запланирован, выход к публике, скажем так. Давайте мы более детально про этот якобы визит в госпиталь расскажем немножко позже.
А по поводу двух других совещаний, которые он провел, одно представляя нового главу МЧС, и второе на участие Путина в заседании Госсовета. Если не ошибаюсь, заседание Госсовета. Там был действительно президент России Владимир Путин. Это первое представление было там что-то около 7 минут. Абсолютно не энергозатратно. И Путин довольно неплохо его провел. Опять-таки, ну, что просидеть человеку 7 минут поговорить не составляет особого труда. Заседание Госсовета где-то в районе час 10 длилось. Ну, тоже вроде бы все в порядке. Президент России Владимир Путин его провел. Но, еще раз подчеркиваю, среди трех заявленных мероприятий, где участвовал Владимир Путин, в одном мероприятии Путин не участвовал. Он еще не настолько здоров, не настолько полон сил. Он перенес операцию к тому времени, 9 дней от того дня, когда он якобы находился в госпитале, да, с военными, посещал госпиталь. Тогда он еще не мог, по крайней мере, не рисковали врачи, не рисковали не рисковали в его окружении для того, чтобы президент все-таки действительно посетил в этот день госпиталь. И, безусловно, он, конечно, в этот день с военнослужащими ранеными не общался. По состоянию здоровья президента операцию он перенес нормально. Мнение врачей, операция прошла успешно. Еще раз подчеркиваю, просто я вижу, что многие уже перевирают нашу информацию, ну или не перевирают, давайте скажем, более мягко искажают. Многие нашей информацией пользуются и почему-то не ссылаются на источник. Ну, опять-таки, мы уже говорили, не хотите ссылаться, не ссылайтесь. Главное, не перевирайте, не искажайте нашу информацию, даже если вы транслируете ее. Мы не указывали, какая операция была, не указывали специально, мы не указывали подробности. Опять-таки не указывали специально. Почему-то многие додумывают подробности, рассказывают про полостные операции, еще про что-то. Мы ничего об этом не говорили. Еще раз подчеркиваю. Мы говорим исключительно то, что говорим, исключительно то, что пишем. Исключительно. Все остальные домысливания — это на совести тех людей, которые транслируют нашу информацию. Я понимаю, что многие пытаются выдать желаемое за действительное и додумать что-то, но опять-таки я вас прошу, не торопитесь. Дайте возможность нам полностью выложить все материалы, которые у нас есть, и со временем мы это сделаем. А пока пользуйтесь исключительно той информацией, которую мы даем. Это опять-таки я обращаюсь к тем людям, которые транслируют нашу информацию, и таких людей очень и очень много. Огромная просьба не перевирать и не перебирать со своим анализом нашей информации, опять-таки. По этому поводу большое спасибо. И третье событие, которое я хотел бы осветить в этом выпуске, это возможные перемены в ближайшем будущем в руководстве России. В той или иной степени операция «Преемник» будет, как она будет происходить, в какой форме, в какой последовательности, с какими деталями, мы увидим уже, опять-таки, в обозримом будущем. Я не могу сказать, что это будет скорое будущее, но в обозримом будущем. И пытается выстроить президент России Владимир Путин систему сдержек и противовесов на тот период, пока он будет отходить от дел. А отходить от дел он будет все-таки, потому что у него довольно тяжелая болезнь. И всегда находиться на публике, на виду и управлять эффективно при этом страной, которая находится в состоянии турбулентности постоянном. А тут режим санкций, война, которая идет в Украине, и ситуация, которая развивается экономическая, ситуация, которая развивается геополитическая, да и внутриполитическая, не дает возможности полностью исчезнуть президенту из информационного поля на какой-то существенный период времени. Поэтому в той или иной степени операция «Преемник» будет. Кто будет преемником, на сегодняшний день четко и понятно сказать невозможно. Да и вообще будет ли это какой-то один преемник, или это будет коллегиальный орган, который примет на себя всю полноту власти. Но, опять-таки, сейчас обсуждаются много моментов
по тому, какой будет конфигурация власти. Обсуждается, я имею в виду, в ближайшем окружении президента России Владимира Путина. И вот теперь на фоне этих заигрываний, давайте скажем, таких не очень ловких, не очень внятных Володина, который является заядлым приверженцем нетрадиционных форм личной жизни, скажем мягко, да, и Турчака, который также является симпатиком этих наклонностей, скажем, тоже так, мягко. Вот они там друг с другом о чем-то поспорили, девчонки. И вот, конечно, это все не очень отражается на имидже партии «Единая Россия», партии власти. Я понимаю, что в системе диктатуры нет возможности для демократических преобразований, нет возможности для демократических процессов, и поэтому, в принципе, на имидж партии можно было бы, конечно, и наплевать, если бы, еще раз подчеркиваю, если бы не было турбулентности хотя бы военной, да, если бы хотя бы не было войны, если бы все силы и чаяния нынешней российской власти были направлены исключительно на внутриполитическую арену. Но нет, сейчас идет война, турбулентность политических процессов довольно высока, и надо соблюдать более или менее спокойствие в информационном поле, как минимум, среди населения России и среди элит, безусловно, потому что элиты тоже волнуются. Все эти распри, все эти перетягивания одеяла и каната друг к другу, это все, конечно, не успокаивает элиты. Элиты прекрасно понимают, что происходит. Та информация, которая циркулирует о состоянии здоровья президента, эту информацию даем и мы, эту информацию подтверждает огромное количество источников уже. Эта информация не является секретом для большинства в элитах, как минимум для людей, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Эта информация не является секретом. Да и вообще для элит, которые в той или иной степени связаны с политической жизнью, связаны с экономическими процессами глобальными, которые происходят у нас в стране. Эти люди, безусловно, знают и понимают, что происходит. Президент России Владимир Путин тяжело болен, и статус-кво, который он поддерживает сейчас, является гарантом той системы и гарантом соблюдения этих негласных договоренностей между элитами. Путин скоро уйдет. И этот стержень, если его вдруг резко убрать, да все начинают задумываться, что будет после Путина. Какой будет страна, какой будет, даже не страна, а конфигурация элиты, и каждый думает о своем месте в России после смерти президента России Владимира Путина. Конечно, ищут какие-то четкие, понятные ответы. И вот в последнее время окружение Владимира Путина довольно часто и плотно обсуждает с Путиным как раз возможность преемственности власти. При этом преемник, давайте скажем в кавычках преемник, да, не является преемником по сути. Что я имею в виду? В конце прошлого года президент Путин обсуждал со своим близким окружением, ну, скажем так, с частью своего близкого окружения, возможность доверить руководство партии «Единая Россия» своей дочери Катерине Тихоновой. Тогда сама Катерина была не просто не против, она всеми своими силами чаяла этих преобразований, хотела быть во главе партии, и ее поддерживали на этой позиции друзья президента: Тимченко, Ротенберги, часть силовиков, но опять-таки это были не все элиты. И сейчас, когда есть общее понимание, что Путин, ну, давайте скажем, опять-таки, в обозримом будущем уйдет. Как скоро это будет, опять-таки, мы не беремся решать, но смертельная болезнь, онкология, все равно накладывает свой отпечаток на принятие любых решений и на понимание и на восприятие будущего элитами, еще раз подчеркиваю. Так вот, на сегодняшний день есть консенсус среди всех людей, которые имеют доступ к президентскому телу, среди всех людей, которые общаются в той или иной степени с президентом и имеют возможность донести до него свои мысли и свои желания, есть понимание, что Тихонова во главе «Единой России» совсем неплохой вариант.
Опять-таки, неплохой вариант для Путина и для элит. Я сейчас говорю исключительно о тех процессах, которые происходят, и не выражаю своего мнения по этому поводу. У меня есть свое мнение. Я думаю, что при любых раскладах этот режим не будет существовать, по крайней мере, опять-таки, в обозримом будущем. Если он и будет существовать после президента России Владимира Путина, то совсем небольшое количество времени, и не в состоянии страна вынести этот режим без президента Путина. Так вот, сейчас идет консолидация элит вокруг персоны, вокруг кандидатуры, которая на сегодняшний день, еще раз подчеркиваю, является консенсусной во главе партии «Единая Россия». Это Катерина Тихонова, да, она как дочь Путина, фактически как сам Путин. Ну, по идее, я вам сейчас расскажу те идеи, которые преобладают в элитах, что этот человек сможет именем Путина блюсти статус-кво. Фактически она будет курировать Госдуму и Совет Федерации, таким образом уравновешивая и любого преемника, абсолютно любого, ну, опять-таки, условного преемника. Будь это такой, скажем так, родственный преемник, как Дмитрий Патрушев на посту президента, к примеру, опять-таки, я еще раз говорю, потому что Патрушев сватает и своего сына Дмитрия, который сейчас является министром сельского хозяйства, в президенты. Посмотрим, как будет. Далеко не факт, что будет именно такая комбинация, но такая комбинация, еще раз подчеркиваю, она не вызывает отторжение у Путина, и он ее вполне считает уместной и рассматривает, и обсуждает. Но время на обсуждение остается все меньше. Несмотря ни на что, те болезни, которые есть у президента, они накладывают опять-таки свой отпечаток на принятие любых решений. И уже в довольно скором будущем мы увидим, как все повернется, в какую сторону и какой порядок вещей сложится к концу этого года. Давайте скажем так, к концу этого года. Посмотрим, что будет на фронте, посмотрим, что будет во внутриполитических кругах, какие настроения будут преобладать, потому что очень многое зависит от положения дел на фронте. Если положение дел на фронте усугубится коренным образом, если вдруг элиты увидят, что российская армия проигрывает, здесь даже не столько российская армия, сколько лично президент России Владимир Путин, который всю эту канитель затеял, если будет провал планов президента, если будет очевидно это для всех, ну, как минимум для элит, я сейчас не говорю о простых людях в России, которые могут быть одурманены или одурачены пропагандой, но если это будет видно и понятно элитам, а такой поворот событий вполне возможен, более того, он скорее предопределен. Так вот, тогда все может повернуться коренным образом, просто коренным образом. И я вас уверяю, многие будут удивлены, как быстро все начнет меняться. Как быстро все начнет меняться и в элитах, и в восприятии, и в понимании всех процессов. В том числе и среди обычных людей, граждан России. Так, довольно много вам рассказал. Я надеюсь, вам наша информация интересна и, самое главное, полезна. Мы готовим большой политический проект, который поможет нам реализовать отстранение президента России Владимира Путина от власти, который поможет привести Россию к своему, скажем так, природному существованию в цивилизованном мире. Россия должна стать одной из цивилизованных стран, должна быть равной среди равных, среди огромного количества стран, которые развиты, которые находятся на высшей ступени развития в современном обществе. И для этого, конечно, надо отстранить Путина и весь режим уничтожить путинский в России, дать возможность свободно и спокойно процветать нашим уважаемым согражданам. Большое спасибо, что были со мной. Поставьте лайк этому видео. Еще раз обращаюсь к вам. В описании к этому ролику есть подписка на наш Patreon. Не забывайте, ваша поддержка нам необходима.
Если есть возможность, подписывайтесь на Patreon. Если есть возможность, подписывайтесь на спонсирование канала. Есть наши криптовалютные кошельки в описании к этому ролику. Еще раз повторяю, ваша поддержка нам просто необходима. Все, большое спасибо. Мы вас любим. Это искренне. Всего доброго. До свидания.